Всем привет! Сегодня видео будет посвящено шмоту, а точнее его прокачке. Атрибуты, какие существуют, классы вещей и нюансы, которые с этим связаны. Начнем с того, что существует несколько видов вещей. Они начинаются от коммонки, это серенькие, потом идут синие вещи, потом рарные желтые и уникальные. Они, соответственно, оранжевого цвета. Уникальные имеют статы определенные, у них они не меняются, они всегда идентичны, то есть если выпал такой вот шлем, то он и будет с такими же статами абсолютно все. Все остальные имеют статы рандомные. У них есть определенные статы, которые могут выпасть на этих вещах, и, соответственно, мы можем эти вещи скрафтить. Оружие и бронь, к примеру, у меня крафченные, здесь разные аффиксы, то есть вот эти все атрибуты, которые указаны ниже, то есть Armor, Frost Increase, Frost Damage, это все скиллы, аффиксы, которые у нас могут быть на вещах. А также в определенных вещах можно делать дырки для камней, которые мы можем вставить и усилить также шмот. Вещи, в которые можно вставить камни, это оружие, бронь, щит и шлем. По крайней мере, на данной бета-тесте это единственные вещи, в которые мы можем вставить камни. Давайте по поводу вещей поговорим и по их заточке, прокачке. Потому что на самом деле это одно из самых важных. Нам потребуется эта вкладка, здесь мы разбиваем шмотки. Первое, мы чиним шмотки, и самое нужное нам это Forge Gear. Заходим сюда, здесь мы можем вещи менять, улучшать, в общем, кучу всяких изменений вносить. И давайте, собственно, приведу пример. Снял я оружие, вставляем. Здесь у нас up, получается, с коммонки идет, дальше Magic, дальше Rare. Любую рарную вещь мы можем скинуть до коммонки. Для чего это нужно? Есть определенные тиры, на которых мы, собственно, можем ролить нужные нам статы. Статы, ну, допустим, возьмем Frost Damage T1. Это вещи 99 уровня. T2. Вещи 86 итем левела. Т3 78. У каждой шмотки есть итем левел, то есть у оружия 99 у меня, у брони 90, соответственно на броне я могу только Т2 получить аффикс, на оружие я могу Т1. Соответственно, любую шмотку покупаете, и если она рарная, то можете ее просто скинуть до коммонки и уже ролить аффиксы, какие вам нужны. То есть у меня нафармлены здесь довольно-таки неплохие, на мой взгляд. Не все работает как должно работать, но тем не менее аффиксы здесь очень-очень удачные. То есть это именно апаем рарность вещи. Вторая вкладка. Здесь мы добавляем аффикс. То есть зачастую бывает, что половина пустых ячеек на шмотке. Здесь мы просто добавляем аффикс. Но это, скажем так, довольно-таки дорогое удовольствие. И просто так им улучшать вещи не стоит. Здесь мы какой-то удаляем аффикс, рандомно все это происходит. Так что первыми двумя вкладками, точнее вот этими второй и третий, мы пользуемся крайне-крайне редко. Что нам прежде всего нужно? Это вкладка 4. Здесь мы лочим аффикс, какой-то рандомный. Из 6 у нас лочится. На синие вещи их всего 2. То есть один на префиксе, один на суффиксе. Чтобы нам было комфортнее тащить, здесь разделили по 3. И, соответственно, на синем по 1. Здесь рандомно лочится тот, который нам нужен. Не залочился, прожимаем до тех пор, пока, соответственно, не поймали там, где мы хотим. Следующая вкладка. Здесь мы изменяем только префиксы, то есть только верхние статы. Нижняя вкладка это суффиксы, соответственно только суффиксы меняются.
чаще всего, как это делается? Мы заходим в affix type recast, и здесь меняются все 6 значений. То есть ролим одну самую нужную нам, самый нужный аффикс до тех пор, пока он не выпадет максимального значения T1, ну T2 в зависимости от вещи. То есть здесь смотрим, какой максимальный. Обычно серым показывается то, которое мы не можем на вещи получить. И также здесь смотрим, какие существуют префиксы и суффиксы на нашей вещи. То есть на оружие префикс может быть только тот, который указан. Других не может быть. То есть на палке только ролится Frost Damage by Spell, Ignore, Elemental Damage Up и Monster Gold Drop и темы магические. То есть ролим то, что нам самое комфортное. Ну, на магии льда, соответственно, Frost Damage, Elemental Up, Ignore, Frost Res, Elemental Res Down. То есть это тоже подойдет. Можем нажать на восклицательный знак, здесь посмотреть, какие именно значения бывают, в каком диапазоне. И выроливаем то, что нам нужно. Во втором суффиксе чаще всего более интересные аффиксы, и здесь мы можем уже и урон увеличить, энергию, которая тоже увеличит урон, Spell Crit, у обычных физиков здесь просто крит, скорость каста или, соответственно, скорость атаки, ХП реген или МП реген после килла, и тоже очень интересный стат — это плюс к скиллам. То есть это тоже один из самых больших бустов вашего персонажа. То есть плюс к скиллам — это одно из самых важных. То есть у мага это дэмэдж, который вы используете, энергия не так важна, это второстепенный. Spell Crit тоже важен, но он работает пока что фигово. И плюс к скиллам — это самый лучший вариант. То есть плюс к скиллам — это топовый, остальное уже идет на отлично, но ролится все это очень-очень дорого, и вам потребуются большие ресурсы, потому что здесь, если вы будете ролить на желтые вещи, вам потребуется soul пары тратить, которые добываются, конечно, в неплохом объеме, но без вещей, без NFT шмота добываются они слабовато. На синие вещи нам соус пары не нужны, там нужны другие ресурсы, так что зачастую прокачка идет. Сначала на синем добывается один из элементов аффиксов, который вам нужен. Дальше он лочится. После этого мы апаем рарность синий на желтую. И далее переходим обратно сюда. Чаще всего лочится суффикс и ролим дальше, пока нам не упадет или второй здесь нужный аффикс. То есть как делал я поймал Spell Crit и здесь искал Frost Damage или плюс 3 к скиллам. Пока это не выпадет, я, собственно, это не трогал. Ну, то есть ролил. После того, как вы апнули, поймали что-то интересное, мне выпало довольно-таки неплохо, плюс к демеджу и энергия, которая мне нужна для урона, я просто пошел уже прокачивать именно префикс. Здесь это дорогое удовольствие, так что особо не разгуляешься, пока вот неплохие довольно-таки поймал, и мне этого достаточно. То есть так абсолютно на каждой вещи. То есть как мы апаем, допустим, видим вещь 86 уровня, это самые интересные проценты. Т2 и Т1 это уже выбивается, когда очень много топов проходит 18 данж. До этого чаще всего бегают люди с Т2 вещами, они, скажем так, самые надолго играющие нам вещи. Думаю, что по вещам понятно. Есть еще без рекаст. Это, собственно, вверху сереньким то, что указано.
Ролится тоже недешево. Здесь могут упасть, можем посмотреть. Здесь у нас рандомно от 1 до 3 скиллов падает. Плюс еще может выпасть к Frost Damage, к Light Damage, Flame Damage. Соответственно, может выпасть что-то одно, чего-то два. То есть здесь ролим до тех пор, пока нам не повезет, но удовольствие это дорогое больше не за счет соус-паров, хоть они здесь и расходуются, но вот эти вот уникальные шарды и Basement Core, они добываются не так легко, поэтому особо не поиграешься, если только у вас нет большого количества ресурсов. По крафту шмоток, надеюсь, понятно, но если остались вопросы, задавайте, расскажу. Далее у нас джевелы. Это камни. К примеру, берем шмотку, сейчас я из нее вытащу камни. То есть здесь все довольно-таки просто. У нас есть шмотка, есть камни уникальные, которые падают с данжей. Мы просто берем их и вставляем в нашу вещь. То есть если есть дырки. Если дырок нету, то мы, соответственно, вставляем вещь сюда. И здесь специальным итемом, сейчас я вам покажу его, создаем дырку. То есть используется вот этот вот итем, стоит он прилично, так что лучше всего вещи покупать именно с готовыми дырками. Они также падают с данжей. То есть здесь мы по большому счету делаем дырку, в этом извлекаем камни. Давайте камни я вставлю. Здесь у них значения очень разные. Тут под каждый класс довольно-таки сложно подбирать, но я думаю, что разберетесь. Есть у нас Fuse Gem, это где мы обычные камни, которые нам падают с начальных еще локаций, то есть там падают вот эти вот простенькие камни, мы их улучшаем до продвинутых и, собственно, используем. Но, честно говоря, используют только в основном вот эти вот Perfect Diamond, они вставляются в броньку или в шлем и увеличивают шанс дропа итемов. А остальное где-либо чаще всего не используется вообще. То есть все остальное здесь используются уникальные шарики, и то вот эти даймонды только поначалу, чтобы выпадал больше дроп, так как они практически не усиливают наших персонажей никак. И, соответственно, последняя вкладка. Здесь мы в этой вкладке вставляются два таких камня одинаковой рарности, то есть два синеньких или два желтеньких, и нам усредненные показатели, которые были у них у двоих, соответственно, выйдут на новом. Там все рандомно. И последняя вкладка, здесь мы вставляем 5 джевелов, 5 камней, из которых получаем один рандомный. Ранг не повышается. Чаще всего кто-то говорил, что у него повысился, допустим, из 5 синих создался желтый, но у меня за все время ни разу такого не было. То есть просто из 5, которые не очень, получаем один рандомный. Он может быть также не очень, так что это прям лотерея. По вещам, надеюсь, понятно. Тут по ресурсам я рассказывать особо не буду, так как, на мой взгляд, и так получилось немного долго. В общем, все собирайте на старте и дальше уже разберетесь. После того, как ломаете вещи, с синих вещей ресурсы нужны, с желтых вещей тоже ресурсы вам понадобятся. Так что вещи собирайте все, ну, кроме сереньких. И то на сереньких бывает, что какая-нибудь бронька упадет или оружие, и там будет нужное нам количество дырок, и мы сможем апнуть. Но это уже когда будут данжи. Поначалу только синенькие и желтые собирайте, разбивайте их и, соответственно, получайте ресурсы, которые вам в прокачке пригодятся. Так как крафтовые вещи, они самые топовые. Бывает, что, конечно, используются уникалки, но это очень дорогое удовольствие крафтить. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Удачи.